keys and gadgets. The voice is male, the main character named Max. Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и как я вам уже всем обещал, сегодня обзор новой камеры Insta360X5. Я на самом деле очень готовился к этому обзору, я очень хотел ее сам посмотреть. И забегая вперед, я вам скажу, что камера мне реально понравилась. Сегодня я вам покажу практически все, что можно. Единственное, что, наверное, я немножко обрежу часть со звуком, так как я заказал новый микрофон, это Instamic Air, который придет совсем скоро, и я хочу сделать полноценное сравнение в одном ролике, чтобы не занимать кучу, времени у вас. Здесь обязательно будут сравнения звука и так далее. Давайте, наверное, сразу перейдем к самой камере. Сейчас вы меня видите на камеру Insta360X5. Это для чего я делаю? Во-первых, это запись в 360 градусов, не в одну линзу. Имейте это в виду, тесты на одну линзу обязательно будут, так же, как вы просили, обязательно ночью везде. В общем, для чего это я снял? Для того, чтобы отпали сразу вопросы, можно ли ее брать для съемки, скажем так, в студийных условиях. Вы только что видели, как снимает Sony FX3. Давайте сейчас посмотрим, как снимает Insta360X4. Вот так вот будет выглядеть я на полном кадре. Естественно, все это дело я просчитывал в 4К. Снимается все 8К 30 кадров в секунду. Вот таким вот образом будет все это дело видно на камере Action 5 Pro. Я ее обязательно тоже вставил. Ну и, наверное, лучше всего это будет выглядеть на Pocket 3. То есть вы прекрасно понимаете, да, что Pocket 3 для этого лучше всего предназначена, как ни крути. Все равно экшн камера не для этого. Теперь вы видите все 4 камеры вместе. То есть вы их можете сравнить в таких домашних условиях. Это я вам делаю в самом начале, чтобы потом не было каких-то вопросов, а можно ли снимать в помещении, нужно это и так далее. Да, у нее есть режим веб-камеры. В общем, все это дело мы с вами посмотрим. Но на самом деле качество в домашних условиях будет, вот такое вот, да. Не знаю, нравится вам оно, не нравится. Понятное дело, что это не самый лучший вариант. Вот так вот выглядит на Sony, а вот так вот выглядит на X5. Да, разница все равно есть. И на Pocket 3. То есть это обязательно нужно учитывать. Ладно, друзья, давайте перейдем теперь на Sony и продолжим с вами обзор. Я заказал данную камеру на Яндекс.Маркете. Была распродажа у китайца. Честно говоря, думал, что она не дойдет. Цена была 42 тысячи на момент покупки, плюс что-то в районе 4 тысяч пошлина. Дошла, кстати, достаточно быстро, да, как вы знаете. В общем, у меня два бомж-пакета. Один X4, один X5. Но X4 бомж-пакет, он такой побогаче, скажем так. В общем, медленно переходим, и даже страшно это говорить, к комплектации. По комплектации у нас идет вот такой мешочек, проводочек и камера. Все, тряпочка еще идет. Здесь в X4 хотя бы шли еще две защитные линзы. Но здесь ничего у вас не идет. Да, я понимаю, что здесь теперь можно менять линзы. Это мы чуть попозже пройдем. Но сам факт, что бомж-пакет, вообще от него ничего не ждите. Это самая ужасная комплектация, которая может быть. Если вам нужна батарейка подольше, то, соответственно, да, берите уже более навороченную комплектацию. Там есть и с комплектами линз, и со всеми делами. В общем, все есть. Короче, это дело мы пропускаем. Идем дальше. Не забывайте, да, что я оставлю внизу все тайм-коды вам, поэтому смотрите вниз, если вдруг какая-то часть вам не интересна, переходим к следующей. Главное, технические характеристики. Я сейчас не буду рассказывать про все, что там есть, да, давайте посмотрим самое главное отличие, которые, в принципе, нас и интересовали, да. Во многих камерах, которые сейчас выходили, ничего не менялось, в плане физически, да. Здесь они увеличили матрицу, что на самом деле очень приятно. То есть на X4 у нас 1,2 дюйма, здесь у нас идет 1,28 дюйма. То есть
он побольше, он реально побольше. Здесь стоит 5-нанометровый AI-чип, здесь стоит тоже один 5-нанометровый AI-чип, плюс стоит 2 Pro Imaging Chips. То есть, по идее, это искусственный интеллект, который как раз-таки и улучшает нашу ночную картинку, которая становится, ну, скажем так, она не совсем естественная, но она действительно гораздо лучше, чем у X4. То есть, тут даже, я думаю, что никто из вас спорить и не будет, что в одной линзе, что в 360. В общем, в любом случае, она просто побивает X4, как делать нечего. Дальше у нас появилось 8К 30 кадров в секунду, уже ночное видение, то есть Pure Video, как и Waze Pro 2. Да, по-моему, и Waze Pro было. В общем, появилось уже 8К 30 кадров в секунду, что здесь не было. Мы тоже это будем дальше сравнивать. Что 15 метров погружения против 10. На мой взгляд, это полная фигня, потому что ни для дайвинга, ни для снорклинга, в общем, и те подойдут. Если ты хочешь на дайвинг, обязательно одевай чехол защитный, который продается отдельно. Если ты не хочешь на дайвинг, то 15-10 метров, разницы никакой не играет. Но это, мне так кажется, это чисто маркетинговый ход. Если эту опустишь на 15, мне кажется, ничего не случится. Естественно, самая главная фишка — это сменная линза, основная. Они немножко нам поднасрали, скажем так. То есть они, вот эти вот линзы, которые пластиковые, стеклянные, защитные, да, они теперь не подходят к X5 не по размеру, а вот именно, я не знаю, почему по креплению. В общем, я не смог их налепить. Вы можете купить отдельно, но в любом случае покупайте отдельно. Но здесь меняется основная линза, вы докупаете ее, она стоит в районе, вот в начале она стоила 3 800, по-моему, если не ошибаюсь, со всем комплектом, со специальной такой штукой, которую одеваете, откручиваете и полноценно ее меняете, если вы ее потерли, сломали, еще что-то. Не надо ничего отклеивать и так далее. Это главный плюс. Не ждите, что я буду разбивать молотком эту линзу и вам показывать. Это на 100% нет. Я как бы уважаю технику и стараюсь относиться к ней бережно, что и вам советую. Дальше, естественно, это у нас идет аккумулятор. Ну как же Insta360 не могла нам поднасрать? Посмотрев на GoPro, скажете вы. Да, аккумулятор выглядит абсолютно так же по весу. Самое, что интересно, я не знаю, может у меня с весами что-то, но аккумулятор от X5, при том, что он больше, весит меньше, чем от X4. Что у нас по параметрам? Это 2290 у X4 и 2400 у X5. Что вам хочу сказать, что время работы увеличилось, мы это протестируем с вами, но и уменьшился битрейт, по крайней мере на данной прошивке. Сразу говорю, обе камеры я прошил на последней прошивке. 2 раза обновлялась X5 и 1 раз у меня вот буквально только что обновилась X4. Все параметры в основном, которые будут проходить мимо, где не будет подписи, не будет написано, что это 5,7К плюс, 5,7К, там то все будет сниматься на 8К 30 кадров в секунду и, естественно, переводиться все в 4К. Видео для того, чтобы вы сейчас смотрели. Некоторые файлы, естественно, я запишу и оставлю на Яндекс.Диске, чтобы вы могли их посмотреть, скачать. Некоторые там будут, постараюсь обязательно все это дело отправить. Естественно, будет сравнение с Section 5, с Pocket 3 в одну линзу, как вы просили. В общем, вроде все рассказал, что хотел вам сказать перед началом. Давайте посмотрим, как она выглядит вблизи и продолжим с вами. Здесь у нас находятся микрофоны, видите, здесь открытый микрофон, здесь он сделан с шумоподавлением, так сказать. Визуально спереди у нас немножко поменялась фактура, то есть она вот выглядит здесь вот такая более прорезиненная. Здесь у нас идет динамик вот здесь, видимо, микрофон идет, здесь вот немножко, короче, все изменилось. То есть у нас переехал USB-C вот сюда вниз. И здесь идет, кстати, если вы не заметили, идет крепление. То есть, когда вы будете переходник сюда одевать на наушники, в общем, все вот эти ридеры, они будут цепляться вот туда. 2 кнопки у нас остались также. Ну, чуть-чуть она повыше, да, чуть-чуть пониже. В общем, на той же самой панели, скажем так. Мне очень понравилось, что теперь никто вот это, наверное, вот эти вот 2 отделения не будет выковыривать, потому что я знаю умельцев, которые что-то пытались там открыть. По экрану. Экран абсолютно одинаковый, друзья, так что можете покупать с X4 на X5, сэкономить денег, потому что умники какие-то делают дороже. Дальше, ну, микрофоны чуть-чуть, видите, изменились.
То есть здесь он чуть-чуть побольше, сеточку видно, по кнопкам, по диодикам больше ничего не поменялось. И поворачиваем этой стороной, здесь у нас идет только батарейка, а здесь у нас идет также вот это вот отсек, который не открывается, и USB-C. Ну и снизу самое главное изменение — это магнитное крепление. На X5 оно есть, на X4 его нет. Все остальное то же самое. Это у нас батарейка новая, 2400 мА от X5. Видите, контакты находятся вот здесь вот у нас. И вот у нас старая батарейка, которая была на предыдущей камере, на 2290 мАч. И контакты у нас находятся вот здесь. Вот так вот они выглядят. Это у нас X5, это у нас X4. В общем, с пимпочкой сверху это X4, и с пимпочкой сбоку это X5. По внутренностям это у нас X5, это X4. Я не знаю, видно, не видно. Карта памяти также размещается в одном и том же месте. Контакты, естественно, переехали. У этой вниз, у этой сбоку. Ну, не знаю, визуально я не вижу каких-то прям особых разниц. В общем, вот так вот это выглядит. Давайте начнем, наверное, с батарейки, раз уж мы посмотрели на них, взвесили. Давайте посмотрим, сколько они работают и перегревается ли камера. Первое видео для теста — это 8К 30 кадров в секунду на перегрев в домашних условиях без обдува. Первая камера проработала 1 час 9 минут, это X4, и X5 1 час 13 минут. Самое что интересное, при этом X5 нагревалась больше, чем X4. Следующий тест тоже 8К 30 кадров в секунду, при этом экраны были включены постоянно, и снизу дул обдув, поэтому камеры не могли перегреться. И в таком режиме у нас все это дело проработало. X4 1 час 15 минут и X5 чуть-чуть подольше, 1 час 22 минуты. До полного выхлестывания аккумулятора. Третий тест проходил тоже в 8К, тоже с обдувом, но при этом я решил сделать так, чтобы экраны выключились через 30 секунд после начала съемки, как это и происходит обычно. При этом камеры отработали X4 час 20 и X5 час 30. То есть 10 минут разницы. Это реальный режим, в котором, как правило, будут все использовать. Я не стал снимать видео в режиме 5,7К, так как есть возможность снимать 8К 30 кадров в секунду. Я думаю, что большинство это будет делать, и это действительно лучше по качеству, если вы будете переводить потом все это в 4К обычное плоское. Да, и, ну, не знаю, не вижу смысла. Да, если вам нужно какой-то драйв, там, снять что-то, прыжки или еще что-то, возможно, да, есть смысл 5,7 60 кадров снять. Но, естественно, это будет еще в обзоре, но, в общем, получилось вот так вот, да. Он снимает чуть поменьше битрейт, по крайней мере, на данной прошивке. Возможно, так же, как и в других камерах, они это увеличат. Возможно, из-за этого, вернее, невозможно, а скорее всего, из-за этого она перегревается меньше, чем X4. То есть, да, там 200, здесь 188. Давайте сейчас посмотрим на размер файлов и, грубо говоря, на битрейт. Смотрим. Вот у нас 4 видео, по 2. Короче, дневные и ночные. Итак, первое смотрим. Это у нас X4, 8К, минута 11 секунд, 1,78 гигабайта. Записано битрейт 211. Запомните. Так, переходим к этому же видео, но уже на X5, тоже минута 11. Вес у нас чуть поменьше. И, соответственно, битрейт у нас 188. Так, дальше идем. Смотрите, это у нас X4 также смотрим. Это ночная съемка. Видите, здесь полная ночь. Минута 10, 1.75 и битрейт 211 у нас идет. И смотрим на X5. То же самое, ночная съемка 8, 1.5 гигов и битрейт 188. То есть получается у X5 битрейт чуть-чуть поменьше. Это у нас Insta360 Studio 5. 6.1. Есть возможность создать проекты, причем, да, видите, обратите внимание, вы можете создавать проекты как в 360 градусах, так и обычные, и потом их переделать нельзя. Это очень глупая штука. То есть, смотрите, я создаю проект, и я выбираю соотношение сторон. Можно сделать панорамную, можно сделать 16:9. То есть тут вы будете редактировать стандартные 360
файлы, но потом они будут по-любому, что бы вы ни делали, выводиться в 16:9. Если вы ставите вот эту 2:1, то же самое можете там поставить. Автоматическое соотношение, я так понимаю, рамка — это кадры в секунды и так далее. В общем, можете поставить прокси, если вам нужно, она их будет сжимать и, соответственно, работать быстрее. Вот нажимаем подтвердить, и вот, допустим, наши 4 файла, да, мы можем теперь, я не знаю, обрезать их, еще что-то делать, я не знаю, переходы какие-то, здесь есть варианты переходов, допустим, и у вас все видео будет, соответственно, так, звук, зараза. Все видео у вас будет, соответственно, с переходами. И когда мы нажимаем экспорт, это я просто вот вам показываю, видите, можно выбрать YouTube, пано, то есть 360 вот этот шарик, но это у меня уже выбрано TikTok, Apple Vision, MetaQuest, Pico пано, то есть вы можете под очки выбрать и еще. И тогда уже, естественно, все это будет рендериться в 360, когда вы будете этот файл заливать. Но если вы сделаете проект 16:9, то, соответственно, вот здесь вот в экспорте у вас пано не будет, будет стандартный вывод, там 4К, ну, сколько хотите, настройки есть все. Поэтому имейте в виду, я очень долго думал, как же, почему ж так я не могу. Я причем сделал проект 16:9, потом стал выводить, смотрю, не могу в 360 вывести, и все. Поэтому имейте в виду, и у вас по итогу на выхлопе получается вот такой вот файл. Видите, вот то, что я загрузил в интернет, если вы видели, если нет, посмотрите по ссылке. У вас получается вот такой вот файл. И его уже YouTube, Рутуб определяет как 360, то есть уже при загрузке вы сможете смотреть его. Крутить. Есть плееры, которые, естественно, все это дело воспроизводят. У меня просто стоит стандартный. И весит все это дело 6,59. И давайте посмотрим по времени. По времени 4 минуты. Ну, почти 5 минут. Считайте, чуть больше гига минута. Плюс-минус. И все это сохранил в битрейте 200 мегабит. Ну, соответственно, можно сохранять, наверное, в 100, потому что все равно, вы видели, он сжирает все просто насквозь. Поэтому, если что, я постараюсь вот этот файл вам выложить. И можете посмотреть его, как он выглядит в оригинале. Не как на Ютубе, а как в оригинале. По студии, я думаю, что здесь какой-то обзор делать нет смысла, потому что это самый элементарный вообще, который только можно сделать редактор. Я не думаю, чтобы что-то у вас здесь не получилось. Ну, все настройки понятны, все на русском, можно сразу добавлять какие-то фильтры, можно с шитием играть. В общем, поковыряете, здесь, я думаю, разберетесь без проблем. Это очень просто. Если вам это не нужно, то делайте медиафайл и, соответственно, здесь его уже экспортировать можете в 360. Ну, это я вот сделал себе 180 мегабит в 4К, да. Можно сделать 200, он уже автоматом выставляет вам 4К. Естественно, 65-й кодек, ProRes 422 LT и ProRes просто 422. Поэтому можете вот это все дело выводить. Ну и в 360 тоже на 200 мегабит можете выводить. Видите, сразу разрешение поменялось. То есть обычное видео будет 1.5 весить, 360 будет весить 1.67. Плюс вы можете поставить все настройки, которые вам нужно, и сохранить их шаблон. И, в общем, у вас будет здесь вот постоянно будете в 4К, сколько вам нужно, 1080 выводить, без всяких проблем. Так что очень удобно. Пока очень простенько, но достаточно удобно. Давайте сейчас посмотрим, как снимает камера X5 и камеры X4 в ночное время. Соответственно, ролики будут и от X5, и сравнение с X4. Поехали, смотрим! Итак, ребят, это 5,7К на Insta X4. Ну, это получается, типа, она рекомендует лучше для ночного. И, естественно, 8К 30 кадров в секунду. Это Pure Video на X5. Ну, вот такое вот качество, смотрите. Сейчас достаточно темно, здесь улица. Ну, есть фонари, конечно, но достаточно плохое освещение, поэтому можно посмотреть, как они снимают, типа, в ночных условиях. В ночных режимах, да, в ночных режимах. Вот это будет правильнее. Это 8К 30 кадров в секунду и на той камере, то есть, естественно, на X5 это Pure видео, на X4 это обычное видео, потому что другое включить нет возможности здесь. Но на экране разница прям колоссальная. Давайте вот заедем, здесь вот потемнее чуток. На экране
качество прям... Я вообще нифига практически не вижу на X4, на X5 вижу. Скажите, что вариант на большом экране может быть не такой красивый. Поехали вон за Тёмычем. Watch Gear Channel now. Welcome to my world, my friend. Tech reviews that never end. Check out Gear Channel. Max is near, no need to fear. Your guide to the high-tech world. Every day, new reviews. On the channel you will find the best way into the digital world. Telling tales of circuits wire. I'll tell you about the new products and gadgets. The person who talks about technology is called Max. Watch Gear Channel now. К 30 кадров в секунду и на X4, и на X5. Как вы понимаете, качество, наверное, на X4 совсем плохое. Я думаю, что на X5 тоже плохое. В 360 30 кадров в секунду, Pure Video. Если что-то резко не делать, то ребить не должно. Если я буду сейчас вот так камерой крутить, то какие-то там буквы, светящиеся где-то вдали, они начинают ребить. Возможно, это и исправят, но, скорее всего, нет. В общем, как-то так они снимают ночью. Мне кажется, что все-таки камеры для этого не предназначены, но для поездок на моноколесе, еще на чем-то, то есть вот ночных прогулок, поездок именно по светлому городу, ну, освещаемому, вполне себе приемлемо. Лично у меня после просмотра этих записей не возникло никаких смущений в плане того, действительно ли она снимает лучше X4. И это не реклама какая-то, да, она снимает действительно заметно лучше, чем X4. Хотите узнать мое мнение по поводу качества? Она все равно, ну, если все это дело вывозить на 4К монитор, на большой монитор, на хороший, то, конечно, сравнивая там с Сонькой, это даже смешно. Даже Pocket будет снимать гораздо лучше у вас. В 4К это однозначно, да, там матрица больше, это заметно. Если сравнивать Pocket с Сонькой, допустим, то Sony будет снимать с полным кадром в 10 раз лучше, чем Pocket. Это понятно. Но для соцсетей, для путешествий, для всех этих дел, я считаю, что это классно. То есть, если вы не снимаете, как я, где-то в полной заднице, да, катаетесь там по городу, ездите, я не знаю, там туристические поездки, где все светится, горит, красиво, она будет снимать гораздо лучше, чем X4, на 100%, даже можете в этом не сомневаться, ну, вы это видели все сами. Давайте сейчас по-быстрому посмотрим еще таймлапс с той камеры. В общем, у меня каких-то претензий нету, мне нравится, как снимает и та камера. В общем, таймлапс хороший, что был на прошлой, что на этой, да вообще практически на всех экшн-камерах. Мне очень нравится таймлапс. Что касаемо таймварпа, да. Таймварп — это когда вы ездите, она все это дело ускоряет, и у вас вот эти вот дела красивые. Причем вы можете таймварп делать как в приложении Insta360 Studio, которое, кстати, тоже обновилось, и мы немножко его посмотрим. Также можете делать это, естественно, ну, по умолчанию. Ну, в общем, вы видите сами, на самом деле, ну, нормально.
Давайте перейдем к дневному режиму, немножко посмотрим, как снимает эта камера и, соответственно, сравним с X4. Поехали! Electrocuted, cycle around, yeah, I try. Metal beast under me, tearing through the night. Makes a name, outrage against the light. Wheels are spinning, my heart's like a drum. Hitting the pavement, man, I'll never succumb. Electric speed fiend can't always be tamed. Tech and adrenaline burning into the flame. Ride the lightning, I own the street. Electric thunder, yeah, feel the beat. Fear head fire, don't need no gas. You nuts are gonna lay, Max is here at last. Wind in my face like a rocket to space. City's my playground, ain't no time to waste. Charge in the future, no oil in this game. Electric freedom, breaking all the same. Machine, but I'm in control. Against the grind, lose my soul. Speed and power, holding tight. Human like a warrior, right through the night. Ride the lightning, I own the street. Electric thunder, yeah, feel the beat. Fear head fire, don't need no gas. You nuts are gonna lay, Max is here at last. Street, electric thunder, yeah, feel the beat. Beer head fire, don't need no gas. You nutsuckle rage, Max is here at last. Ride the lightning, I own the street. Electric thunder, yeah, feel the beat. Beer head fire, don't need no gas. You nuts are gonna lay, Max is here at last. По поводу дневной съемки у меня, честно говоря, не было особых претензий к X4. Да, это снимает лучше, если сравнивать в лоб. Да, какие-то места, где есть тени, где у тебя тень на лицо падает, видимо, за счет искусственного интеллекта, обработки и так далее, все это дело выводится вот таким вот образом, как вы видите, и получается очень хорошая картинка. То есть к этому у меня тоже претензий нет никаких. Друзья, стабилизация и ночная, и дневная здесь... Ну, дневная, естественно, хорошая, в 360 сложно как-то сделать, это плохо, но ночная стабилизация, она нормальная. Но давайте, короче, посмотрим тест стабилизации и в дневное время, и в ночное, вот именно между вот этими двумя камерами смотрим. Итак, тест стабилизации, 8К 30 кадров в секунду, я бегу, этот едет. Поехали. Я бегу. Хватит. Так, теперь я иду за ним. 8К 30 кадров в секунду. X4, X5. Давай. Я уже бегу. Все. Это, короче, 5,7К на X4 и 8К 30 кадров в секунду на X5. Давайте я просто пробегусь. Поехали. А я бегу, между прочим. Разворачивайся.
Что могу сказать по стабилизации X5, да, X4 мы особо обсуждать не будем, да, вы видели сравнение. Она работает, да, есть у нее функция убрать смазывание во время движения ночью, там еще какие-то функции. Но все равно, если вдруг идет какое-то резкое движение, да, если смотреть, допустим, там какая-то улица, да, какая-то яркая надпись, и у тебя резкая яма будет, то эта надпись, она не будет дергаться, у тебя не будет такого, что у тебя весь экран дергается. Нет, но такое ощущение, что она немножко вот так двоится. То есть вот этот эффект меня не покидает, причем когда ты знаешь, что он есть, да, если ты не знаешь, как ты на это особо внимания не обращаешь. В общем, стабилизация работает, по возможности она работает, скажем так, хорошо, да, если сравнивать с другими экшн-камерами, все нормально, она работает, да, она не идеальная, далеко, естественно, если вы будете с покетом идти, ну, со стабилизацией, которая не цифровая, а которая реальная, трехосевая, на моторчиках, да, все это дело гораздо будет лучше, да. Тут разговаривать нечего. В некоторых режимах, там как режим Я, стабилизация не работает на камере, она уже в постобработке в Insta360 студии. Многие из вас просили меня снять в одну линзу. Честно сказать, вот сразу вам говорю, я считаю, что это, наверное, неправильно. Понятное дело, что все мы, как и я, да, и вы, хотите купить вот такую камеру, чтобы я ее вот так повесил, и все снимал в одну линзу, все было шикарно, как на, я не знаю, там на Action 5, на GoPro и так далее, а потом хлоп, переключился у меня 360, в общем, чтобы не монтировать и помонтировать, и все эти дела. В общем, тест на одну линзу, короче, без слов, поехали. Сейчас вы видите меня на Insta360 X5. Вот таким вот образом будет выглядеть изображение в одну линзу 4К 60 кадров в секунду. Сейчас все они снимают 4К 60 кадров в секунду. Сейчас вы меня видите на полный экран на Pocket 3, то же самое 4К 60 кадров в секунду. Сейчас видео идет с Action 5 Pro, тоже в 4К 60 кадров в секунду. И сейчас вы меня видите на X4, тоже в 4К 60 кадров в секунду. И давайте теперь посмотрим все 4 камеры вместе. Вот так, по идее, я должен выглядеть на всех 4 камерах. Сейчас хорошее освещение и плюс-минус. Ну, я уверен, конечно, наверное, что выигрывает все-таки Pocket 3. Но, скорее всего, если не особо обращать внимание, то все 4 камеры должны снимать хорошо. Вы мне еще обязательно про это напишите. Сейчас я нахожусь перед светом, и сейчас против света съемка. Как-то так должно выглядеть. Обратите внимание, сейчас я снимаю на вытянутой руке, на X5 и на Pocket 3. Вот специально для вас хотел показать это видео. Я сейчас стою, ну, грубо говоря, перед солнцем, и сейчас солнце будет сзади меня. А впечатление, по крайней мере, вот по экрану, то, что на X5 небо и облака видно лучше, чем на Pocket 3. По крайней мере, по экрану. Так, еще хотел обратить ваше внимание, я сейчас нахожусь прям совсем в тени. Посмотрите обязательно, как это будет выглядеть на картинках. Это тоже все снимается в одну линзу, скажем так, будем это так называть. 4К 60 кадров в секунду. Съемка продолжается в одну линзу в дневное время. Специально хочу вам показать, каким образом будет работать стабилизация. Это на самом деле очень важная штука, потому что, ну, мне кажется, что Action 5 Pro по стабилизации, по идее, должна выиграть. Хотя, я думаю, что инсты тоже не подведут. Pocket 3, наверное, не будет работать правильно, потому что мы сейчас будем бегать, ходить. В общем, такие вещи, где будет вот такая вот, скажем так, тряска. Давайте посмотрим. Итак, это у нас хождение 4К 60 кадров в секунду. Простое хождение. Так, стоим. Давай, наверное, сейчас пробежимся. Раз, два, три. Вот так вот. Ой, выглядит бег. Я передал бразды правления Артему.
у него вот так вот сейчас все болтается. Поэтому это, наверное, самый лучший тест на стабилизацию, который можно себе представить. Фу, я уже задолбался за ним бегать, поэтому тест должен выглядеть как-то так. В хороший свет все классно. То же самое вечером. У нас идет Insta360X5 слева. Сейчас вы видите Pocket 3. Сейчас вы видите Action 5 Pro. И сейчас вы видите Insta360X4. А сейчас, та-да-да-да, момент истины, вы видите все 4 камеры. Итак, на всех 4 камерах, я думаю, что сейчас больше всего заметно будет качество видео, которое есть. Скорее всего, говорю вам сразу, выигрывает Pocket 3 на 100%. Сейчас все камеры, кстати, снимают 4К 60 кадров в секунду. Я понимаю, что 60 кадров в секунду снимать не очень правильно. Давайте сейчас поставим на 30 кадров в секунду и посмотрим, как это будет выглядеть вот в такое время. Сейчас все камеры стоят на 4К 30 кадров в секунду. У Action 5 Pro стоит 4К 30 кадров в секунду. Night мода или как Super Night вот это стоит. Давайте сейчас посмотрим на полный экран. Итак, X5. Сейчас вы видите, как будет показывать в однолинзовом режиме X5 новая суперкамера. Вот так вот будет меня видно. Сейчас вы видите, как показывает Pocket 3. Я думаю, что это, наверное, самый лучший вариант из всех. Сейчас вы видите, как показывает 5 Pro. Action 5 Pro. Вот так вот будет видно. И переходим к X4. Мне кажется, что хуже всего на данный момент должна показывать именно она. Я не знаю почему, но в однолинзовом режиме она работала очень хреново. И сейчас вы видите за всех 4 камер, как будут они, ну, грубо говоря, лоб в лоб. Поэтому я думаю, что это такой самый нормальный режим. Ну, то есть вот в таком вот вы будете снимать в городе. Я не думаю, что вы пойдете прям в полную темноту. Мы сейчас с Тёмычем попробуем, отъедем куда-нибудь в парк, поставим и заснимем вам прям в самый полный попе, в который только можно. Ну, я не знаю, зачем вы туда пойдете, но попробуем. Итак, давайте перейдем к тесту стабилизации в ночном режиме. Тест стабилизации — это у нас режим «просто ходим». Я тоже иду, между прочим. Так, тормозим. Ходим мы великолепно. Давайте попробуем пробежаться. 1, 2, 3. Дальше, дальше, дальше бежим. Я теперь за ним побегу. Молодец. Стой, стой. Фу. И теперь то же самое на вытянутой руке. Фу. Набегались, напрыгались. Это все в однолинзовом режиме, как вы и просили. Но я думаю, что многим будет это интересно. Поехали, короче, в полную темноту. Сейчас мы находимся за ВТБ-ареной. Здесь достаточно темно. Мы специально нашли, что фонарь один стоит там и один стоит за мной. Ну, грубо говоря, в полной темноте, я думаю, вы снимать не будете. 4К 30 кадров в секунду на всех камерах. И вот это, наверное, самый лучший вариант для ночной съемки будет. И, естественно, наверное, сейчас то же самое сравним 8К 30 кадров в секунду уже на 2 камерах, на
X5 и на X4 будет, наверное, по-честному. Итак, давайте начнем. Полный кадр X5 выглядит вот так вот. Полный кадр Pocket 3 выглядит вот таким образом. Полный кадр Action 5 выглядит таким образом. И полный кадр X4 выглядит вот таким вот образом. И сейчас вы видите все вместе. В общем, я думаю, что, наверное, сравнение в одну линзу можно, ну, скажем так, заканчивать, потому что больше каких-то вариантов я не вижу. Если вас это устраивает, днем, я думаю, что всех устроило. Если вас это устраивает, то берите ее себе вместо экшн камеры и используйте как 360 и как экшн. Тем более теперь можно менять линзы, поэтому бояться, что вы ее разобьете, нет смысла. В общем, друзья, поехали к тесту двух камер X4 и X5. Ребят, сейчас 8К, 30 кадров в секунду и на X4, и на X5. Как вы понимаете, качество, наверное, на X4 совсем плохое. Я думаю, что на X5 тоже плохое. В 360 30 кадров в секунду, pure видео. Если что-то резко не делать, то ребить не должно. Если я буду сейчас вот так камерой крутить, то какие-то там буквы, светящиеся где-то вдали, они начинают ребить. Возможно, это и исправят, но, скорее всего, нет. Так что, не знаю. И плюс еще посмотрите, как меня слышно. Сейчас вы все слышите без микрофона на X5, а сейчас вы все слышите без микрофона на X4. Ну так, на всякий случай. В общем, как-то так они снимают ночью. X4 проигрывает практически всему, не практически, она вообще проигрывает. Я думаю, что в одну линзу X4 это самое последнее место. Самое первое это Pocket. Друзья, я вам скину на Яндекс.Диск ночную съемку, где вы можете прям все какашки увидеть, которые вылезают на экран. Вы мне сами напишите Action 5 или X5, какая из них лучше, хуже. Ну, в общем, смотрите, что Action 5 это плюс-минус та же Ace Pro 2. Давайте посмотрим немножко, как она снимает под водой. К сожалению, да, поплавать мне с ней не удалось, но в аквариум окунуть мне их удалось. В общем, решайте сами, я даже тут ничего комментировать не хочу. Естественно, когда вы будете на море, когда это будет солнечный свет и так далее, все это дело будет выглядеть, я думаю, что очень и очень интересно. В аквабоксе я лично не снимал на этой камере, поэтому сказать ничего не могу. Может быть, кто-то из вас уже был на море, побывал с X4 именно на дайвинге. Интересно было бы посмотреть. Если будет возможность, я обязательно возьму X5 и запишу вам отдельный ролик про подводную съемку. Что касается GPS, естественно, его нету. Я купил вот такую вот штуку. Это Star TRC. Короче, это пульт управления. Выглядит он вот таким вот образом. Это не оригинальный пульт. Его цена где-то в районе 2500 рублей. По сравнению с оригинальным это 14 тысяч, который с экраном. И, по-моему, 3000, который без экранчика, такой просто с одной кнопкой. Здесь встроен GPS, в отличие от того, кто с одной кнопкой. В общем, она его кушает. X4 его кушает. GPS работает. Также вы можете выводить это GPS через ваш смартфон. То есть, как обычно, подключаете через программу и, соответственно, нажимаете запись на смартфоне. Все данные со смартфона переходят на X5, и вы можете все это дело выводить. Выводится в приложение. Давайте посмотрим, каким образом. Вот этот видеофайл, где я еду, он сейчас с включенным трекером, то есть GPS, который у меня находится вот, видите, вот здесь вот на часах. Итак, что мы можем сделать? Вот сюда нужно переходить, то есть когда он у вас работает, вот эта штучка становится активной. Здесь вы можете выбирать, визуально, как вам нравится. Грубо говоря, вот давайте сейчас поставим что-нибудь здесь, вот понаставим. Это BMW какой-то там, есть энергия, есть у нас скорость, есть ритм,
Есть классический вариант, есть круто. Вот этот вариант мне нравится. Футуристический вариант. Есть вот такой вот вариант, такой вариант и динамический вариант. Естественно, все это дело вы можете настраивать. То есть выборочно, предустановки какие-то делать, менять размер всего, менять размер чего-то одного, повернуть. Как это мили, километры, сброс настроек и так далее. То есть можете что-то, что вам не нужно, убирать, допустим, добавлять, делать прозрачность, чтобы это было не видно, чтобы вам не мешало. В общем, достаточное количество настроек. Все то же самое вы можете, естественно, делать на вашем смартфоне. Вот смотрите, да, все работает. Вот у меня здесь часы, вон, видите, ну практически у меня почему-то на колесе 20 километров, здесь 17, но возможно из-за того, что проблемы с GPS, все это дело снималось в парке Динамо, в центре практически, и там очень хреново все ловит, поэтому имейте в виду. В общем, настраивается все очень просто, если как бы вы подключаетесь к телефону, то же самое у вас появится вот этот значок. То есть уже файл будет готовый именно с, ну, с GPS-трекингом, или как это правильно называется. Если вам интересна эта фишка в плане, ну, GPS дешевого и пульта управления для включения, мне кажется, что это идеальный вариант. Я еще толком его сам не пробовал, но обязательно вам сниму, если будет это интересно, пишите в комментариях. Перейдем сейчас к Bullet Time, просто посмотрим, как это выглядит визуально, улучшилось, не улучшилось, смотрите. Сразу скажу, что я снимал немножко неправильно, да, у меня не было вот этой штуки, которая крутится. В общем, я брал вот так штатив и делал вот так вот рукой, вот так, вот так, вот так вокруг себя, но это чисто, чтобы вам показать, потому что я на самом деле вот эту штуку то ли потерял, то ли еще что-то, которая на веревочке, а та, которая с переходником, у меня ее и не было пока. В общем, вот так вот. Поэтому с Bullet Time пока у меня плохо. Переходим к меню. Чем они отличаются, добавили что-то новое или нет, и просмотрим заодно новые фишки, которые они включили. В общем, смотрим разбор меню. Давайте начнем, наверное, с разрешения. Это обычная видеосъемка. Здесь написано HDR не поддерживается. Видите, HDR включается теперь вот таким вот образом. То есть ставите 5,7К на 5,7+, она не работает. 5,7, соответственно, до 60 кадров это максимальная съемка в HDR. Здесь у нас, естественно, все это дело не работает вообще. 5,7К у нас также 60 кадров, но чтобы включить HDR, нам нужно зайти сюда, перейти в режим HDR, и здесь уже будет 5,7К, 30 кадров в секунду, то есть здесь на 30 кадров X5 получается выигрывает у нас. Это по обычной съемке у нас. То есть, в принципе, здесь больше, наверное, ничего такого сверхъестественного нет. Давайте зайдем, поставим сейчас 8К по 30 кадров в секунду. Итак, чтобы попасть в режим настроек, делаем слайд справа, здесь все то же самое. Итак, по режимам у нас какие получаются? Стандартный, яркий, это все добавилось, плоский. Я снимаю в основном на яркий все. Дальше у нас идет здесь AV, здесь у нас появился iLock. То есть теперь, как она, видите, что она нам пишет? Поддерживает только в 5,7. То есть, смотрите, если я перехожу на 5,7, вот так, давайте здесь тоже перейдем, чтобы было по-честному, все, 5,7. Отключили HDR, теперь у нас, видите, появляется iLock. Можно его включить, и вот у вас плоское изображение. Прям совсем плоское, вон, если перевернуть на меня. Я прям плоский-приплоский. В общем, теперь у нас появился iLock, что многим понравится, любителям особенно покрасить. Дальше у нас идет AV, то же самое и здесь, и здесь. В X4 у нас идет функция стабилизация при слабом освещении, то есть вы его можете включить, выключить. Здесь у нас идет функция уже снижения размытия, то есть если вы будете ехать, то, соответственно, вам нужно в ночное время его желательно включить. Улучшает размытость и стабильность изображения. Если окружающее освещение слишком темное, яркость экрана будет снижаться, что может вызвать мерцание. Дальше по настройкам, в принципе, все то же самое. Баланс белого, видите, автоматом это выставляет 7400, это сразу 8, то есть автомат у них тоже работает по-разному. Заходим в видео. Тут у нас идет, естественно, видео. Одиночный объектив. Справа у нас появляется, да, режим «Я».
Он появился и на той камере, и на той камере. Имейте в виду, они есть. То есть он остался. Это классный режим, который действительно удобный. Можем сейчас проверить, кстати, насколько улучшилось что-то. Так, все то же самое. Стабилизация не работает. Она работает только в программном обеспечении Insta360 Studio. Там, в общем, в настройках все это дело найдете. Убираем. Но здесь появился еще новый режим. То есть помимо режима Я еще появился режим в 360. Вот такой вот. Это называется InstaFrame. Это очень необычный режим, друзья. То есть здесь множество разных настроек. Во-первых, вы можете снимать с разных углов. То есть вот таким вот образом снизу, сверху, уже автоматом спереди, сзади. Персонализация. Дальше, что вы можете сделать? Выровнять горизонт. Можете убрать выравнивание горизонта, то есть у вас будет а-ля FPV. В чем прикол этого режима? То есть он снимает, вот смотрите, если мы зайдем в настройки, он снимает обычное плоское изображение в 1080. В основном этот режим рассчитан на соцсети. То есть вы можете снимать в 1080 как 16:9, так же и 9:16. То есть видео у вас будет выходить вот такое вот. Но если вдруг вы что-то забыли доснять или боитесь потерять, то есть у вас еще параллельно идет 5,7К в 30 кадров в секунду в 360 съемка. То есть получается, и естественно здесь появляются вот такие вот фишки. То есть вы можете вот таким вот образом все поворачивать. Да? Во время съемки, то есть, и можно еще вот таким вот образом все поворачивать. В общем, появились новые фишки, они действительно удобные, но сразу вам скажу, что это хорошо для смартфонов, для каких-то соцсетей, именно для вас. То есть, если вы будете снимать на YouTube, качество, естественно, в 360 в нормальном режиме видео будет гораздо лучше, чем вот в этом. Так, сейчас вы видите изображение 1080 16:9 в режиме InstaFrame. Я стою перед солнцем, то есть вы меня должны видеть хорошо, никаких проблем не должно быть. Это режим 1080. Сейчас вы меня видите в эту же, скажем так, съемку уже в режиме 5,7К, но с 360 градусов. Все это дело я конвертировал в плоское видео, и вот вам показываю, как это выглядит, если вдруг вы что-то не то сняли, либо хотели что-то показать, вы можете сделать вот такой вот кадр дополнительный. И сейчас я вам покажу, как выглядит 8К 30 кадров в секунду эта же сцена. То же самое, с этого же самого места, 8К 30 кадров в секунду. Ну, естественно, все это дело обрезал в 4К, и вы вот так вот меня видите. Так что вам надо обязательно подумать, стоит ли использовать именно тот режим, чтобы сэкономить время и выложить, я не знаю, там в Инстаграм или в Телеграм, либо все-таки взять и использовать 8К 30 кадров в секунду и потом потратить время и сделать уже разные кадры, которые вам нужны. То есть у вас будет и 360 видео загружено в более хорошем качестве, и, грубо говоря, исходники будут лучше. Так что вот сами решайте, режим такой есть, он прикольный, он оригинальный, но немножко обрезает. Но зато в режиме InstaFrame вы можете делать вот так. Оп. Показать, что находится вокруг. Это одной кнопочкой делается. Ну, не знаю, насчет легко-нелегко, но делается. И второй кнопочкой сделать вот так. У-у-у! Это прикольно, когда ты что-то делаешь. То есть и все это записывается вот таким вот образом. Ну, прикольная вещь. И, естественно, он у вас все это дело будет отслеживать вот таким вот образом. Тоже на самом деле удобно. Плюс, смотрите, здесь есть вот такая штука. Можно установить мини-пульт, либо GPS Preview Remote. То есть вот этот вот пультик маленький, который продается за немеренные бабки, его можно здесь подключить и кнопкой, потому что, ну, сами понимаете, вот это вот включать неудобно. То есть ты, в принципе, нажал уже, да? И пока ты камеру подставишь, ну, на селфи-палке, естественно, ты не успеешь это все сделать, поэтому сделали, что можно управлять вот таким вот образом. Это прикольно, это классно, не знаю, нужно вам это или нет, но функция действительно стоит вашего внимания, она новая, она интересная. У нас, естественно, появился режим Pure Video. Также у нас остался таймлапс, естественно, то же самое с таймшифтом. Давайте посмотрим на таймлапс, в каком разрешении что снимается. 11К, 11К, все то же самое осталось. То есть по настройкам, по этому одно и то же. Дальше у нас идет таймшифт. Здесь все то же самое по настройкам осталось, практически ничем не отличается. Дальше у нас идет bullet time, вот интересно, 5,7К, 120 кадров в секунду.
И здесь 240, да, в 3К. После Bullet Time у нас идет циклическая запись, также осталась, то есть он по кругу начинает крутить. Дальше у нас идет режим видеорегистратора, все то же самое. Определить нужное пространство, он будет в это место все это дело записывать, ну не знаю. Короче, режим видеорегистратора остался. Дальше у нас идет Starlapse для съемки неба и звезд, серийные фото и интервальные фото. И пошло опять дальше у нас, естественно, фото. Здесь у нас, видите, идет HDR фото. Здесь мы, естественно, все это дело можем включить теперь вот здесь вот. То есть теперь стало все немножко поудобнее, да, снимать. Также здесь мы можем выбрать теперь формат у нас Pure Shot плюс RAW и, естественно, просто Pure Shot. По мегапикселям типа 72, но матрицы не забываем здесь чуть-чуть побольше. Давайте перейдем к менюшке. Делаем слайд сверху. Здесь у нас, как вы видите, изменилось много чего. Ну, естественно, это все то же самое у нас идет. Яркость и здесь сейчас стоит на максимум. Есть автоматические режимы и там все это дело осталось. Громкость практически то же самое. Здесь, кстати, менюшка стала чуть-чуть покрупнее. Я не знаю, я ничего не настраивал и здесь ничего не менял. В общем, сверху у нас здесь все остается вот таким вот образом. Здесь чуть-чуть побольше. Здесь у нас программа для чтения. Так, здесь все то же самое есть. Что у нас по управлению жестами? Управление жестами. Ладонь, жест V и что у нас еще? Ага. Давайте проверим просто ради прикола, как это дело работает. Вот я. Сейчас давайте сделаем фото. Обе камеры сработали вроде нормально. Давайте сейчас начнем запись. Пошла запись. Остановка записи. Ну, в общем, по жестам тоже ничего такого особенного нет. Я просто этим на самом деле не пользуюсь, ни тем, ни тем. Дальше управление голосом. Управление голосом работать должно и там на английском языке. Все то же самое, сделать фотографию, Start, Stop, Mark That и Shutdown. Ну, то есть отключиться, маркировку поставить, выключить запись, начать запись и сделать фото. Ну, давайте проверим, кто из них лучше слышит. Start Recording. Ну, вроде нормально. Stop Recording. Ну, плюс-минус нормально. Честно говоря, я это все дело тестировал на улице. Отходишь там на 2-3 метра, она нифига не слышит. Ни та, ни та. Смотрите, также осталась функция предзаписи. То есть вот здесь предварительная запись, не напоминать, начало. То есть здесь идет 30-секундная запись на 5,7-30 кадров в секунду. Здесь уже предзапись идет, если вам нужно, 5,7 60 секунд. И она стала работать на... Естественно, она у нас стала работать на 8К 30 кадров в секунду. Вот она предзапись. То есть только 30 секунд, но она работает. Поэтому, если вы хотите в хорошем качестве, то, соответственно, предзапись здесь будет лучше, чем предзапись здесь. Здесь переключаемся дальше. У нас есть «Поверните, чтобы начать». Это странная функция, она здесь есть. В общем, если вы резко камеру покрутите туда и сюда, она начинает снимать. Смотрите, чтобы эта функция заработала, дебильная, нужно сделать, на палке это делать удобнее, сразу говоря, один раз. Вот она начала снимать. И чтобы выключить, надо сделать 2 раза. Раз, два. Фух. Это надо потренироваться, я вам скажу честно. Тут нужны плоды упорных тренировок. В общем, сами мне напишите, нужна ли эта функция или нет. Мне кажется, что она не очень интересная, но эта фишка прикольная. Дальше у нас появилась категория аксессуары, да, здесь у нас идет, я так понимаю, все это дело отдельно, вот, да, видите, пульт управления, наушники, здесь у нас можно зайти сюда, здесь у нас чехол для погружения, здесь у нас нагрудное крепление, тоже включается режим, да, наклона и так далее. Дальше у нас идет термочехол, грипп, тоже установлено, удалено или автоматически, наверное, будет распознавать, у меня пока его нету.
Выходим сюда. Что касается подключения наушников и Bluetooth, да, у нас появился режим Bluetooth также, но здесь все вместе. Здесь вы можете подключить гарнитуру. Видите, у меня DJI Mic Mini. Тут у меня подключен пульт. Это не родной пульт, хотя написано, что родной. В общем, неважно, потом вам про это расскажу. Здесь у нас пресеты, вот так же выглядят. То же самое вы можете сделать свой пресет. Здесь это выглядит вот так вот. Ну, в общем, абсолютно одинаково и там, и там. Дальше у нас появился режим энергосбережения, да, он отключает кучу разных функций, если вдруг у вас будет садиться камера, имейте в виду, есть такой режим. Ну, в общем, он все хуже делает, но кое-как снимает, скажем так. Дальше у нас идет настройка звука. Здесь у нас настройка звука вот так идет, здесь у нас настройка звука идет так. Причем очень классная штука появилась, это двухдорожечная запись. То есть, если вы записываете с вашего беспроводного микрофона, либо наушников, плюс камера пишет трек, ну, соответственно, на саму камеру со своих микрофонов. То есть эта же функция была и в Action 5. В общем, она уже много где есть. В GoPro она появилась. Сначала подключите ваше Bluetooth устройство. То есть она автоматически будет, видите, записывать. При подключении устройства Bluetooth можно включить два микрофона, чтобы принимать звук одновременно. Сейчас я подключил DJI Mic Mini, просто чтобы вам показать. Выхожу сюда, сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это Макс, и я говорю через DJI Mic Mini. Звучит это ужасно. И раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я говорю через камеру Insta360. Смотрите, вот как у меня открылся файл в самой папке, в самой камере. Вот он, 704 мегабайта весит, без каких-либо дополнительных дорожек, ничего здесь нету. Убираем его, вот я его открыл, весит он, сейчас вам скажу, 704 мегабайта, 30 секунд, 30 кадров, 188 мегабит. Как это все выглядит? Вот у нас появилась обработка аудио и громкость наушников, видите, и громкость камеры. То есть наушники в моем случае это как раз вот этот Mic Mini, который у меня в руках. Вот если я сделаю вот так вот, уберу громкость камеры, оставлю громкость наушников. 4-5, раз, два, три, 4-5, это Макс, и я говорю через DJI Mic Mini, звучит это ужасно. И раз, два, три, четыре, пять. Видите, камеру не слышно. Если я сделаю вот так вот, 4-5, я говорю через камеру Insta360. то есть, получается, вы вот этой штукой можете регулировать, можете сделать и то, и то. 4-5, раз, два, три, четыре, пять, это Макс, и я... Будет у вас такой звук, то есть и будет слышно вашего собеседника, который держит камеру, и, соответственно, человека, который держит микрофон. Версия камеры у меня здесь стоит 1.7.19, и здесь 1.0.6. То есть, последний на сегодняшний день. Общие настройки, здесь автосон. Сейчас я выключил, соответственно, чтобы у меня не отключались экраны. Автовыключение 3 минуты. Коснитесь, чтобы активировать. Здесь тоже есть эта функция коснитесь, чтобы активировать. Ну, то есть дотрагивайтесь до экрана, она включается. Дальше нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте, чтобы отменить запись. Здесь я вот не помню, у нас такое есть или нет. Да, то же самое есть. Здесь у нас все то же самое, только это, видите, они добавили в общее SD-карта настройки. Дальше у нас идет тайм-код. Здесь, естественно, тайм-код у нас тоже есть. Где-то здесь был. Дата, время. В общем, тайм-код тоже есть. Настройки Wi-Fi, настройки изображения. То есть это кодирование видео. Где-то у нас, сейчас мы перейдем здесь. Настройки изображения, вот, чтобы посмотреть. Настройки видео, естественно, 265 и 264, обе камеры пишут, можете не переживать. Битрейт стоит высокий, имейте в виду. И написано, смотрите, 1 минута составляет около 1,3 гигабайта, здесь 1,5. Дальше у нас есть четкость изображения, стоит, как видите, средний и там, все снималось вот таким вот образом. Антимерцание стоит автоматическое у меня, специально поставил, потому что это удобнее. Объединение файлов в камере, и здесь есть, просто это написано. Они, короче, будут фотографии уже автоматически сшиваться в камере. Так, все. Все остальное осталось практически так же. Так, боковая кнопка, у нас кнопка включения, на что она здесь реагирует. Отключение экрана, здесь у нас тоже отключение экрана. Если мы включаем запись на той камере, и если мы держим кнопки, запись отменяется. Видите, вы можете отменить запись и назад. Дальше у нас кнопка Q и здесь есть. Здесь она меняет режимы, здесь она те же самые пресеты меняются. Все, естественно, настраиваются. Эти две кнопки то же самое работают также. То есть ничего не поменялось по большому счету. Только внешний вид немножко. По меню
вы все видели. Не знаю насчет изменится ли меню, ну, станет ли таким же, как в X5 на X4 с прошивками или нет. Режим InstaFrame вы видели. Обязательно напишите, что вы вообще о нем думаете, нужен он или нет. Но в любом случае, если он есть, это уже хорошо, чем чего-то нет. Вдруг кому-то это понадобится действительно, может кому-то прям хорошее качество не нужно, они снимают для соцсетей. Это удобно, да, у тебя вроде как и готовое видео плоское, и готовое видео 360. Прикольная штука. Давайте перейдем, наверное, потихоньку к звуку. Что касается звука, естественно, сейчас мы посмотрим с вами все режимы, которые она снимает. Их появилось, как вы видите, больше, чем обычно. Что вам могу сказать интересного? Я очень удивлен, да? Как я уже сказал, DJI Mic Mini, Mic 2 работают по Bluetooth с ней и с ней без проблем, но хреново. То есть они подключаются, все здорово, все классно. С Insta360 Mic Air должно все быть шикарно, и у вас не будет никаких проводов, ничего. В чем плюс X5 по сравнению с 4? То, что теперь я могу подключить DJI Mic Mini напрямую по USB. Там через провод, я не знаю, как ее прилепить, либо через этот переходник. В общем, он работает, и это мы сейчас с вами тоже проверим. Просто я к чему говорю, его же включаю в 4, и нифига не работает. Очень странная штука, я не знаю, но вот так вот. Плюс я еще сделал отдельный тест своим микшером. Если вы видели обзор недавно, да, приходил вот этот микшер, смотрите видео. Небольшое включение теста звука. Я сейчас подключил XLR микрофон через аудиомикшер Fifine. Вот такой вот аудиомикшер. И сейчас аудиомикшер питается через Insta360 X5. И я могу вам это сейчас доказать. Смотрите, могу изменить свой голос. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. С вами говорит Макс, и сейчас вы меня слышите через микшер Fifine SC3. Раз, два, раз, два. Можно поиграть в игру. В общем, если вы хотите стримить в 360 и чтобы у вас была возможность подключить какие-то другие аудиоустройства, использовать Смену голоса и так далее. То, наверное, вам будет это интересно. Лично я не знаю, зачем это надо, я просто с дури решил подключить, и все работает. Так что, друзья, имейте в виду, вот так вот тоже можно. То есть очень странно, да, она еще подключается к микшеру, и все это дело работает. Причем, когда ты подключаешь, ну, DJI Mic Mini и так далее, у нее вот этой полосочки, которая бегает, нет. Когда ты подключаешь микшер, она как будто его воспринимает как родного. Я не знаю, как это объяснить, почему здесь не работает, почему здесь работает, с обновлением ни хрена не заработало. Но вот такая вот ситуация. Чуть-чуть подробнее со всем этим, с новым микрофоном, мы разберемся в отдельном ролике, просто это на самом деле долго. Давайте перейдем просто к тесту звука и какие варианты вот я сейчас смог попробовать, а вы мне напишите, что об этом думаете. Смотрим тест звука. Тест звука. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Это Insta X5. Где-то, наверное, в 1,5 метрах от камеры. Раз, два, три, четыре, пять. Это Action 5 Pro. Тоже в 1,5 метрах от камеры. Раз, два, три, четыре, пять. Это Pocket 3. И раз, два, три, четыре, пять. Это X4. Вот таким вот образом будет вас слышно. Давайте сейчас отойду чуть подальше. Раз, два, три, четыре, пять. Это X5. Раз, два, три, четыре, пять. Это Action 5. И раз, два, три, четыре, пять. Это Pocket 3. И раз, два, три, четыре, пять. Это X4. Так, и теперь то же самое. Это съемка на вытянутой руке. 1, 2, 3, 4, 5. Это X5. И раз, два, три, четыре, пять. Это Action 5 Pro. И раз, два, три, четыре, пять. Это Pocket 3. И раз, два, три, четыре, пять. Это X4. Вот таким вот образом все будет звучать на улице. Тест звука камеры X5. Это автоматическое снижение шума ветра. Написано режим слабый. Я сейчас смотрю на вас со стороны экрана. То есть раз, два, три, раз, два, три. На вытянутой руке вот так вот меня будет слышно. Давайте я сейчас переверну камеру на ту сторону и попробую со стороны вот этой решеточки. Будет ли что-то изменять. Переворачиваю.
обхожу. Итак, раз, два, три, раз, два, три. Сейчас я разговариваю с вами со стороны вот этой вот новой модной решеточки на X5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это Макс, это канал Шестеренка. Переходим к следующему режиму. Итак, я снова со стороны экрана. Это уже сильное автоматическое снижение шума. Раз, два, три, раз, два, три. С вами Макс, это канал Шестеренка. Сейчас будем следующий режим тестировать. Это у нас режим оптимизации голоса. В общем, по идее, сейчас меня должно быть слышно лучше всего. В плане того, в плане разговорной речи должно быть лучше. Сейчас, кстати, достаточно много шума, то есть вокруг ходят люди, идет разговор, идет какой-то ветер, еще что-то. Сейчас я специально напротив солнца. Так, сейчас повернусь. Давайте сейчас обойду экран с той стороны. Так, и сейчас я со стороны микрофона. Раз, два, три, раз, два, три. Это с эффектом оптимизации этого голоса. В общем, что-то должно слышаться хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Обязательно напишите. Сейчас переключаемся в следующий режим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это режим стерео у нас. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сейчас я похожу вокруг камеры. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Не знаю, как вы меня слышали, нормально или нет. Я обошел вокруг камеры. Сейчас снимаю. Естественно, снимается в одну линзу на всякий случай, чтобы было проще именно со звуковой дорожкой работать. Так, перехожу в следующий режим. Это режим 360. Мы с Тёмычем специально доехали, решили вам сделать тест звука в 360. Это я только что шлем снял, так что не смотрите и послушайте. Давайте. Интересно, как это будет. Это тест звука в 360 градусов. Как вам такое? Тест звука на DJI Mic Mini. Он сейчас подключен через приемник. То есть приемник подключен к камере по USB-C. И, соответственно, вот сейчас я говорю в микрофон. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Это связь через приемник. Вот так вот вы меня будете слышать через DJI Mic Mini. Сейчас DJI Mic Mini подключен напрямую по Bluetooth к камере Insta360 X5. Раз, два, три, раз, два, три. С вами Макс, это канал Шестеренка. По идее, должно быть слышно гораздо хуже, чем с применением приемника. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас я подключил DJI Mic 2 с приемником к камере Insta360 X5. Раз, два, три, раз, два, три. С вами Макс, это канал Шестеренка. То есть, по идее, я могу абсолютно спокойно вот таким вот образом с вами общаться. Съемка идет, кстати, в одну линзу, сразу вам говорю. Поэтому повернуть камеру и показать, как торчит сбоку эта штука, у меня не получится. Естественно, если вы хотите, чтобы это все работало в 360, вам нужно будет сделать приемник, каким-то образом прилепить вот так сбоку к камере. Это, естественно, будут провода. Даже если вы подключите Type-C в Type-C, то все равно у вас будет провод висеть, все равно у вас будет висеть приемник, и лишнее, в общем, будет навешено. Но это уже на вкус и цвет. Давайте попробуем подключить его по Bluetooth. Сейчас DJI Mic 2 подключен напрямую по Bluetooth камере. Раз, два, три, раз, два, три. Это Макс, это канал Шестеренка. Раз, два, три, раз, два, три. В общем, друзья, когда приедет Insta360 Mic Air, мы сделаем с вами полноценный обзор. Я думаю, что это будет гораздо интереснее, чем эти кусочки уже на улице с шумодавами и так далее. В общем, пока вот так вот все работает. Я думаю, комментарии излишние. В принципе, звук при желании можно записывать хорошо и на ту камеру. Вот с микрофонами мы разберемся чуть-чуть попозже. Также, да, вы видели, есть цветовые профили. Здесь появился новый профиль плоский. Давайте посмотрим, как они выглядят в разных цветовых профилях. Правильно, да, как говорить. И на ту камеру я просто хочу их переключить и сравнить. Может быть, что-то тоже изменилось. Хрен его знает. Так что давайте посмотрим. Плюс, естественно, видео в HDR, как это выглядит. Я думаю, что вы это оцените. Вот HDR я снял напротив солнца, как полагается. Да, лицо у меня было немножко в тени. И X5 прям
заметно вытягивает лучше. В общем, смотрим. Итак, друзья, на двух камерах 5,7К HDR, на X5 60 кадров в секунду, на X4, к сожалению, только 30 кадров в секунду в HDR. Но вот можете посмотреть на вытянутой руке. Специально езжу по кругу, чтобы видно было небо и так далее. Тоже, наверное, эти кусочки надо будет выложить обязательно в Яндекс.Диск, чтобы вы посмотрели. Итак, это у нас режим яркий. 8К 30 кадров в секунду. Выглядит вот таким вот образом. Стараюсь сейчас снять с одного места. То же самое, это у нас уже режим стандартный идет. Посмотрите, как это выглядит. Это у нас то же самое 8К 30 кадров в секунду. Уже режим плоский. Не знаю, насколько он плоский. Отсюда видно плохо. Это у нас режим 5,7К 60 кадров в секунду. iLok включен. То есть, по идее, вот сейчас можно что-то красить, что-то делать. Это вот самый продвинутый режим покраски в Insta360 X5. Вот так вот выглядит. Кстати, да, значок HDR тоже появился. Ну, смотрите сами. Нравится вам такой вид? Не нравится? Можно что-то делать или нет? Этот ролик я обязательно выложу вам, чтобы вы могли попробовать что-то подкрасить. Перейдем, наверное, к фоторежиму. Честно вам скажу, я не фотографирую. Вот не могу вам ничего сказать. Мне фотографии очень нравятся на всех камерах. Да, прикольно, когда ты там приехал куда-то в город, в центр, вытащил ее на палку, нажал на кнопочку, сфотографировал, а дома уже можешь посмотреть, где ты был, какая красивая улица. В 360 мне это нравится, да. В обычных экшн-камерах я не вижу смысла, потому что на телефон я делаю фотки не хуже, и не надо вот это все доставать, переключать. В общем, телефон всегда в кармане. Тут, да, прикольная штука. Вот вы их сейчас видите перед собой на экране. В общем, хорошие фотки. Пару фоточек, естественно, я вам скину на Яндекс.Диск. Но, да, прикольно, классно, можно побаловаться. Возможно, те, кто делает 360 фото, либо там, я не знаю, продает, сдает квартиры, еще что-то, внутри интерьер фотографировать, это классно. В любом случае, данная камера, да, будет, я думаю, очень неплохо для вот тех, кто занимается квартирами, потому что, да, не всегда хорошее освещение, здесь оно лучше, и, как вы видите, все-таки искусственный интеллект помогает вытягивать, ну, вот эту вот гадость убирать, что есть на X4. Сейчас небольшая вставка по поводу использования ее как веб-камеры. Берем X5, подключаем ее через Type-C. И она вам выдает вот такую вот менюшку. Не знаю, видно вам будет или не видно. Возможно, передача файлов, возможно, управление с помощью Android, режим веб-камеры и обратный заряд. Ставим переключение режима веб-камеры. Она, кстати, работает и в 360. Самое, что интересно, сейчас я попробую, но у меня в режиме камера, вот Windows, да, если вы сейчас смотрите. Так, перед вами вот сейчас мой монитор. Почему-то я сюда ее не смог подключить. Также здесь можно выбрать варианты. То есть без структуры, это плоские варианты, это 1920 на 1080. Давайте попробуем вот распознавание лица можно и 360. Кстати, можно включить распознавание лица. Сейчас мы с вами проверим. Короче, я взял Streamlabs. Вот он у меня как выглядит. Захват экрана. Так, основное. Давайте. Вот у меня камера Sony. Находим X5. Вот. Ни хрена. Вот, что-то приблизило. В общем, выглядит это вот таким вот образом. В 1080 почему-то распознавание лица работает. Ну, вот так вот вполне нормально. Здесь написано, что поддерживает панорамный вывод 2.1 с разрешением 2808 на 1440. В общем, честно сказать, я с этим очень плохо дружу в плане с веб-камерами. Я использую либо Pocket 3, либо камеру Sony, да,
качество будет у вас заметно лучше. Но как вариант, я просто не понимаю, как это все дело крутить. Возможно, во время стрима... Нет, во время стрима это, скорее всего, если вы будете выводить именно прямое видео. То есть не кусочек камеры использовать его как веб, а именно стримить именно с камеры. Тогда, да, человек может крутить все это. 2.1 вот этот поддерживает формат YouTube. И, по-моему, Рутуб. Но я не знаю, в стриме поддерживает или нет, но YouTube точно поддерживает. Поэтому, в общем, все это дело возможно. Переключается, как вы видите, да, даже на 2800. В общем, вот это с большим разрешением распознавание все равно не работает. Во. Какое-то все сиреневое. Ну да, видимо, из-за того, что у меня сзади светят. В общем, друзья, веб-камера работает, подключить ее можно. Стримы наверняка можно вести через ваш смартфон. В общем, как-то так все это должно выглядеть. По поводу веб-камеры, подключению по проводу к смартфону очень удобно. К андроиду вообще никаких претензий нет. Файлы грузятся моментально, монтировать можно как с камеры напрямую, так и переписывать файлы, либо монтировать, с камеры она каким-то образом делает и записывает уже готовый файл в вашу галерею, если у вас нет места. Ну, естественно, ей все равно нужно там какое-то место, она, видимо, берет что-то в себя, но сам факт, что все работает отлично, пока проблем я никаких не увидел, друзья, так что по веб-камере все нормально, по эфирам смартфон тоже все нормально, я просто запускать сейчас эфира не буду, и если вдруг вам это интересно, может подумаем, да, сделаем отдельное видео. Ладно, продолжаем. Я, честно говоря, уже немножко офигел от этого обзора, я его снимаю не первую неделю, наверное, надо приближаться к завершению обзора, и, наверное, вы хотите услышать, стоит ли менять X4 на X5. Я вам хочу сказать так, если у вас есть X3, то однозначно, если вам нравится камера 360, берите X5, надо пропустить X4, ну на сегодняшний день точно, что разница там плюс-минус там 8000 сейчас у них, я считаю, что это лучше по-любому. Если у вас есть X4 и вам абсолютно пофиг, как она снимает в вечернее и ночное время, я думаю, что смысла на X5 тратить нету. Ну, только из-за батарейки, да. Для меня, честно говоря, важна именно сменная линза. Кто-то говорит, что он ездит там по 2 года, сквозь деревья, ничего не царапает, у меня не получается. Хоть я и стараюсь как-то, более лояльно относиться к технике, но не получается у меня, да. Здесь мне придется отклеивать, либо использовать защитные линзы, которые портят. Как бы вы это ни говорили, стекло хуже, чем пластик. Хуже не в том, что оно там менее надежное или, больше царапается. Нет, оно больше зайчиков возникает. На солнце это вообще трындец. Оно чуть больше, из-за этого такая жопа. Да, поэтому я использую, вот у меня стоит комплект запасных линз на X4, да, потому что они уже не первые, которые я порчу. Сейчас все это видео снималось без линз и на ту камеру, чтобы не было каких-то потом проблем. Поэтому, наверное, на X5 защитные линзы я покупать не буду. Лучше я истрачу там 3800 и поменяю полностью стекло, да, чтобы потом у меня не было головной боли с этими сраными зайчиками и вот этим свечением, какими-то бликами и так далее, да. Лучше я заплачу 3800 в следующий раз, когда ее испорчу. Будет ли она заменять экшн-камеру? Хрен его знает. Если у вас есть возможность, берите себе экшн-камеру, берите себе Pocket 3, берите себе камеру 360. Я понимаю, что это звучит странно, но действительно, наверное, это будет лучше. Если вы будете снимать дома, да, вам нужен микрофон, хорошая запись, то однозначно Pocket 3. Если вы будете где-то везде ставить камеру, что-то разговаривать, ходить, еще что-то с отслеживанием, со всеми делами, Pocket 3 однозначно. Если вам нужно кататься на чем-то, велосипеды, самокаты, моноколеса, мотоциклы, лыжи, однозначно круче, чем 360 вы не найдете. Но она иногда надоедает в плане того, что нужно все это дело монтировать. Это реально надоедает, если вы много снимаете и пытаетесь это куда-то выложить. Action 5 это между тем и тем. Action камера обычная, да, 13 GoPro, Ace Pro 2 и Action 5 Pro. Между вот этими двумя, то есть между 360, между Pocket 3, да, и вот она как раз идет Action 5. Вы вроде можете делать все, и плавать с ней, и погружаться, и видео хорошее, но оно хуже, чем у Pocket, и меньше угол, чем у Insta360 X5.
То есть выбор за вами, я вам никак не смогу посоветовать. Все будет зависеть от вас. Вот лично я не могу выбрать. Для себя я не могу выбрать какую-то одну камеру. Возможно, если я поеду в отпуск, я, наверное, возьму вот такой какой-то вариант, да. Но с другой стороны, вы представляете, сколько всего классного, я не знаю, поехали вы в Египет, в Венецию куда-нибудь, и вот это все в 360, это было бы офигенно. В любом случае, потом, когда вы будете это просматривать, это будет круто. Но когда вам попросят, ой, там скинь видео, ой, еще что-то, ой, блин, ты подумаешь, надо опять это открывать, монтировать, опять этот геморрой. Ну, вот это мое мнение. Плюс еще должен быть квадрокоптер у вас. Кстати, она очень классно замещает квадрокоптер, если нет возможности купить, либо нет возможности, как у нас сейчас, снимать на квадрокоптер. Да, хотя много снимают, ничего особо не меняется. В общем, квадрокоптер она тоже заменяет хорошо. А если ее подвесить на квадрокоптер, вообще бомбезные просто видосики получаются. Друзья, надеюсь, данный обзор был полезным. Я показал, как мог, все, что в ней сейчас есть. По звуку я вам обещал, я обязательно сделаю отдельное видео, потому что, ну, наверное, это будет интересно именно тем, кто записывает звук, потому что многие гоняют на велосипедах, им звук просто нафиг не нужен, да, им достаточно того, что встроено. Так что, друзья, не забывайте на Telegram подписываться. Если есть какие-то вопросы, пишите туда, ставьте лайки, пишите, что вы хотите увидеть. Там обзор микрофона, обзор вот этого беспроводного пульта управления. Пока я им доволен, да. Вот пока да. Так что вот такие вот дела. Спасибо огромное, что были на моем канале, что смотрели данные видео. С вами, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Подписывайтесь, друзья. Всем удачи, всем пока.